Всем огромный привет! Вы на канале Вечное Лето. И сегодня мы вам расскажем о том, как найти работу в Турции и сколько здесь можно зарабатывать. Вы нас часто спрашивали о том, чтобы мы поснимали людей, которые переехали сюда на постоянное место жительства и рассказали, чем они здесь занимаются. Мы нашли сразу несколько таких людей, кто согласился показать нам свою работу и рассказать о жизни в Турции. Сейчас мы приехали в очень интересное место. Это производственный цех «Кораллмания», к очаровательной Еве. Легендарный цех «Кораллмания», да, благодарю. Меня зовут Ева Туфан, очень приятно познакомиться. Мне тоже. Я много о вас слышала хорошего. Конечно. Расскажите, пожалуйста, с какого вы города приехали в Турцию? У меня большая такая вообще биография и география в целом. Ну, конечная станция это была Москва. Последние мои 16 лет провела я там, и потом я переехала в Турцию уже, наверное, сколько? 12 лет я живу здесь. А почему решили переехать? Ну, у нас были некие такие семейные обстоятельства. Семейные обстоятельства. Да. Не жалеете, что переехали в Аланию? Ну, у меня первые, наверное, 3 года у меня был такой торг некий сам с собой, потому что я не понимала, что мы, я, королева праздника жизни, делаю, собственно, вот в этом месте. Но потом, знаете, все как-то скомпоновалось. И уже сейчас я, например, не хочу уезжать отсюда, и 12 лет – это большой срок. Согласна. И, в принципе, да, наверное, Алания уже на сегодняшний день мой дом. Расскажите, как вы открыли здесь свой бизнес, насколько это было тяжело, с какими вы столкнулись с трудностями? Ну, давайте начнем с того, что бизнес открывали мы не здесь. Это была какая-то, знаете, такая вот агония, так скажем, да. Когда я уехала в Стамбул, это был вот бизнес с нуля. Это вот бизнес, который я открывала, в принципе, в Инстаграме, и все видели за развитиями событий вообще, собственно, образование этой компании. Все началось с того, что в Алании было абсолютно нечего носить. Это был первоначальный, наверное, момент, который меня вообще подтолкнул к той идее, что пора что-то начинать. И у меня был некий такой человек, который меня все время агитировал для того, чтобы я сделала этот шаг. И вот какой-то был у меня переломный момент и в отношениях личных, и я почему-то решила, что надо вот сейчас ехать в Стамбул. И я туда поехала, я не знала никого, ничего, я просто вот приехала туда, сказала: здравствуйте всем, меня зовут Ева Туфан, да, и сейчас мы будем шить кафтаны. И первый цех я открыла в Стамбуле, но это, скорее всего, было еще такое хобби, потому что вот вся работа основная началась 2 года назад, когда я перевезла этот цех из Стамбула в Аланию. Это был достаточно такой долгий путь, это уже почти 5 последних лет, ну вот уже 5-й год. Я занимаюсь этим бизнесом, ну сказать, что я... Да, мы можем говорить, называть и вообще своими именами, да. Это был сложный такой момент, и переезд со Стамбула был тоже очень такой для меня шоковый, потому что любая нитка, любая ткань, любой аксессуар – это, естественно, большой город. В Алании, ну, к сожалению, нет ничего из вышеперечисленного, но мы уже организовались и на местности, мы уже организовали наш быт. И потому что вы понимаете, да, что это не только я, это мастера, которых нужно было перевести, это помещение, которое создавалось с нуля. Я сюда зашла, здесь был голый потолок, то есть это был бетон. Это была одна такая большая вот площадка без всего. И все, что вот сегодня вы видите, это все сделано моими руками. Без дизайнера работали? Нет, но это помещение мне помогали, естественно, люди. Я без дизайнера, в принципе, работаю. Я сама дизайнер по призванию жизненному. Естественно, у меня были мастера, у меня безумно талантливые ребята, кто делает наши мастера. Если вы придете ко мне в магазин, вы увидите, у нас очень много кастомных вещей, которые делались под заказ. Ну, в принципе, здесь все делалось под заказ. Вот эти лампы я сама делала. Все наши зеркала, наши стены. У меня чудесный мастер русский, великолепный. Я вообще могу всем его советовать, да, пиарить, так сказать. И он делал, собственно, здесь ремонт, он делал в моем новом магазине ремонт. Все зеркала, аксессуары, диваны, это все тоже делалось на заказ. Поэтому это был тоже очень дорогой путь, так скажем, переезда. Но мы справились. У вас очень красиво. Заходишь, и сразу первая мысль: вау, как будто ты где-то на Бали или еще где-то. Очень красиво. Благодарю. Покажите, пожалуйста, свое производство. Пойдемте, ребят, я вам покажу. На сегодняшний день мы частично отсюда перевезли уже все. И магазин наш находится в центре, как я говорила. Сегодня у нас небольшой цех на 3 машины. Вот сегодня у нас пришла как раз новая партия тканей. Вот я сейчас как раз, вы меня застали за тем моментом, когда я их разгребала. Очень красиво. Да, эти ткани все рисуют наши художники, мы их печатаем в Стамбуле.
Я как будто в Оттуда. галерее Уффици во Флоренции. Картины мне напомнили эту поездку. До Флоренции нам, конечно, еще пока далеко, да, но мы стараемся. Это вообще не наше направление. Флоренция, ничего страшного. Вот, собственно, это вот весь наш цех, как вы понимаете, да, все тут живут хорошо и радостно у всех в душе. Наши Тяжело было мастера. найти сотрудников? Ну, тяжело. У нас еще и сотрудники, так как здесь не все, видите, машинки заняты, некоторые отсутствуют сегодня на местах рабочих. Но всех сотрудников мы фактически везли с Стамбула. Это те сотрудники, которые со мной уже тоже долгий путь прошли. И, да, мы переехали все вместе, понимаете, да, уровень. Когда сотрудники едут за тобой в другой город. А наша концепция в основном это кафтаны. Это одежда для пляжного отдыха, для круизов, для фешенебельных отелей, да, потому что все мои клиентки, они в основном посещают эти отели. И в целом это одежда для отдыха, для лета, для солнца, для хорошего настроения, да, для хорошего муда, потому что в нашей одежде женщина себя вообще ощущает по-иному. Это не стандартная одежда, это не масс-маркет, это те вещи, которые созданы, во-первых, с большой душой. Я очень люблю свое дело. Мы используем очень много тканей, аксессуары хорошие, то есть мы в первую очередь, когда отшивается модель, мы ее носим. Мы проверяем вообще ее актуальность на теле. Все наши вещи стираются в стиральных машинах. Это был основной критерий, да, потому что я человек, который, в принципе, всю жизнь покупает бренды. Для меня вообще загадка, почему люди тратят такие большие деньги на вещи и еще должны экстра ухаживать за... Нет, естественно, если идет речь о какой-то ручной работе, да, такие как ручная вышивка и так далее, я понимаю, отвезти в химчистку. Но когда ты любую майку, даже которую ты покупаешь в брендовом магазине за счет какого-нибудь там, не знаю, того же самого кармана, должен отнести в химчистку трикотажную, но это как бы... Все-таки наша политика партии, что вещи должны служить людям, а не люди вещам. Да, это очень важный момент. Подскажите, пожалуйста, по принтам. Кто это все рисует, кто это придумывает, кто создает? У нас замечательные художники, они находятся все в России, в Москве. Вообще, почему мы начали принтовать нашу одежду? Потому что мы столкнулись с тем, что нас начали копировать. То есть все ткани, которые я покупала в Стамбуле, все модели, вплоть до Астара, да, на рукавах, начали использовать жители там, многих, да, регионов и стран в том числе. И в этот момент посетила прекрасная идея о том, что мы сами должны делать принты. Ну, Очень то есть красиво. это, знаете, это не просто одежда, произведение искусства. Посмотрите, во-первых, как это все сделано. У нас закрытые все швы. Это все полностью, хотела сказать, ручная работа. Не ручная работа, машина, но это большой труд. Это тонкие ткани, они деликатные. И Какие в посмотрите, основном ткани какая красота. используете для работы? Можно так назвать, веган-шелк, да, как сейчас это принято говорить. На самом деле это искусственный шелк, и я очень люблю эту ткань. Многие воротят нос, говорят, боже мой, это полиэстер. Я говорю, ребят, ну шелком вы не поработаете так. Шелк не прослужит вам долго, шелк вы будете носить в химчистку. Шелк будет сминаться с того момента, как вы просто его надели и присели на минуту, и т.д. и т.п. Но вы чувствуете качество этого полиэстера? Очень красиво. Это шикарная ткань, и она струится, она очень ноская, она легкая, ее не ощущаешь на теле. То есть холодит для жаркой она станции. холодит, она действительно очень комфортная. Поэтому все вот эти вот непонятные люди, которые тупят сейчас за natural ткани, это, ну, послушайте, она тоже натуральная в каких-то, естественно, аспектах. Там есть натуральные волокна, но это очень ноские вещи, которые прослужат вам не один сезон и будут давать ощущения. Прям у вас здесь все написано. У нас, естественно, у нас все запринтовано, то есть это professional, вы понимаете, это все professional. А как сейчас модно косыночки повязывать? Вот так Косынки вот у нас вяжут на грудь. Ну, на такие груди, естественно, ничего не вяжут, но на вашу повяжут. Понимаете, даже вот прикинули, вот даже к вашему сету, ну, сразу. Какой другой лук? Сразу Да? отдых. А если еще наденешь этот кафтан, да, и как пойдешь в нем, Покорять этот мир. естественно. Скажите, сколько нужно денег, Много. чтобы открыть такой бизнес? Очень много нужно денег и лет своей Примерно. жизни. Ну, примерно много. Это за несколько сотен тысяч евро суммы. Если вам туда приплюсовывать квартиру, которую я покупала в Стамбуле, для того, чтобы я там жила и работала, то как бы цены вообще улетают под миллион. Поэтому, ну, если кто-то себе строит фантазии о том, что можно безусловно, начать
отшивать подругам, соседкам и так далее, но это как бы, вот понимаете, да, это вот локальная история, которая дальше не выйдет из твоего подъезда никуда. Любой бизнес требует больших вложений. Это не просто вот сегодня ты пошла, сделала это вложение, и завтра у тебя есть бизнес. Это бесконечный отток денег, потому что содержание цеха, оплаты сотрудникам, аренды, налоги, покупка ткани, аксессуаров, художникам, которым мы платим также за наши все, собственно, принты, этикетка, коробка, бирка, любая, то есть деталь – это деньги. И, естественно, ты можешь зарабатывать на этом бизнесе большие деньги, когда ты туда очень много вложил. Это не про то, что, и опять-таки же, что такое вот сейчас бренд, да, со своей одежды. Кто-то говорит, ну, сейчас мы пойдем майки вот напечатаем с логотипом там, или с каким-то, да, с какой-то фразой, и будем, ну, естественно, будете, но это не бренд одежды. Бренд одежды – это история, за которой стоит человек, ее создатель. Мне повезло, потому что, ну, во-первых, я изначально, да, талантливый, креативный человек, в принципе, да, королева праздника жизни, и люди мне поверили, и люди мне доверяют, и люди любят мой продукт, потому что я не просто продаю какую-то одежду, понимаете, рандомную, я продаю свой лайфстайл, я эти вещи ношу сама. И я люблю свой бренд, и я люблю свой продукт, и мне поднимает это настроение, это вызывает огромный ажиотаж. Любую женщину, вот надень ее в шорты, в майку, да, она пойдет по улице, она останется незамеченной. Да. Нашу одежду видно издалека. То есть, когда идет женщина в Кароломане, ты понимаешь, что это идет Кароломане, и это наш отличительный знак от каких-то, да, других вещей. То есть, ты видишь вещь, например, клетку, да, ты понимаешь, что человек одел Бербери. Если ты видишь определенный принт габбановский или там какие-то аксессуары, ты понимаешь, что это габбаны. И вот когда человек видит нашу одежду, он понимает, что это идет Кароломания. Скажите, у вас получилось легализоваться в Турции? Естественно. Вы живете в ВНЖ или получили паспорт? Нет, у меня гражданство Турции, я гражданка. Насколько было тяжело получить паспорт? Легко. Когда есть деньги. Все легко. Да, все очень легко. Многие люди хотят изменить свою жизнь, но боятся. Что бы вы могли им посоветовать прямо сейчас? Я советую не бояться. Знаете, под лежачий камень, как говорится, вода не течет. Когда я переезжала вот со Стамбула, у меня был такой ужасный стресс, что, вы понимаете, у меня было 5000 евро в кармане. Вот просто это были мои деньги, все мои деньги, да, и я не понимала вообще, куда я еду, как я сейчас буду организовывать себе цех. Нашлись деньги, нашлись возможности, нашлись люди правильные, нашлись мастера, нашлось, вот знаете, когда человек идет к своей цели, если эта цель здравая, если она отвечает, да, критериям, ну, я считаю, да, положительных каких-то сторон, я вообще считаю, что любая, да, вот если мы говорим про работу, она должна вот стоять на каких-то 3 основах. Это не я придумала, естественно. Ты должен делать пользу обществу, да, в нашем случае мы делаем этот мир прекрасным. Ты заниматься должен своим любимым делом, тем делом, которое идет у тебя от сердца. И третье, ты должен зарабатывать, уметь этим деньги. Вот если 3 составляющие у тебя входят вот в эту историю, тогда ты победишь. Тогда ты победишь, и опять-таки же, ребята, надо всегда что-то делать, понимаете, искать возможности, искать время, искать правильных, нужных людей. И знаете, вот всегда Вселенная, она сопутствует твоему успеху. Это касаемо всех, понимаете, аспектов. Если человеку что-то надо, и у него действительно горит этим сердце, то все обязательно получится. Я в этом уверена. И это, знаете, приходит в мою жизнь, это практика моя. То есть, что бы я ни захотела, действительно захотела, и не начала, естественно, предпринимать, не просто сижу дома на диване и говорю, так, вот нам нужно, да, переехать, открыть новый магазин или купить там фешенебельную виллу, нет. Степ-бай-степ, ты должен идти к своей мечте, и при любых обстоятельствах, да, если не можешь, как говорится, идти, ползи. Не можешь ползти, да, перебирай пальцами, но ты должен вгрызаться в возможность отвоевать свое место под солнцем. Вот такой вот у нас инсайт сегодняшнего дня. Я знаю, что у вас есть дети. Вот Да. подскажите, как совмещать бизнес, семью, детей, еще и переезд, и еще работу в другой стране? Совмещать с бабушкой. Это единственный наш вообще был выход и спасение. Когда я открыла цех в Стамбуле, я летала, чтобы вы понимали, в Аланию каждые выходные. Ну, то есть, понимаете, да, человек работает всю неделю, в пятницу я сажусь на самолет, в понедельник я возвращаюсь обратно из Алании. И так было почти 5 лет. Это очень было сложно. Если бы не моя мама, я бы, наверное, ну, понятно, я бы забрала детей туда, мы бы сделали глобальный переезд. Это, ну, вот так вот как-то бы это было, пока они в школе. Я была бы на работе, но это очень сложно. Если есть человек, который может помогать, в данном случае это родители, то шанс есть.
А вот так вот совмещать это, наверное, с семьей, но это тоже можно совмещать. Если муж занятой, у нас, слава богу, мужа нет и не будет. Хватит, плавали дважды. А я к тому, что если совмещать, это так, когда занятой муж, и вот вы встречаетесь вечером, да, после работы оба, когда сил нет вообще ни на что и разговаривать в том числе, тогда можно долго сохранить хорошие продуктивные отношения в семье, стабильные. С детьми та же история. Ну, хотелось бы больше уделять внимания, но благо Алания позволяет. Почему? Потому что это маленький город. После школы они едут ко мне на работу, или я их забираю, мы едем куда-то ужинать, и много-много каких-то вещей. Да, в Стамбуле это было бы сделать гораздо сложнее. Потому что в Стамбуле немножко другой трафик жизни, и в целом город не предназначенный для жизни. Скажите, вы всегда были такой яркой? То есть вы такой родились яркой, уверенной, творческой, открытой? Или вы это в себе развили? Нет, я звезда. Я родилась, я уже всем сказала, я звезда. Кто-то нет, я да. Поэтому это у нас врожденная история. Сколько денег нужно зарабатывать, чтобы комфортно жить в Алании? У кого какие запросы? Понимаете, Да, кому-то хватает... от хотя бы. Но мне даже не хватает 20 тысяч долларов. На месяц? Не хватает. Ну что же вы тратите? Я трачу на жизнь. Вот не поверите, я трачу на жизнь. И мне этих денег не хватает. Я последний год, сейчас вот у нас там, понятно, ремонт нового магазина, мы туда все как бы вложения воткнули, но я уже даже себе перестала покупать сумки дорогие. Да? Раньше у меня был фетиш. Нет, я их, естественно, покупаю, чужой душой, да, кривить. Мы их покупаем просто не так часто, как покупали их раньше. Но сейчас вообще времена изменились, давайте так. И кризис, он ощущается не только в Алании. Он, в принципе, даже я смотрю по России, у меня моя аудитория, это, в принципе, это СНГ, женщины, разбросанные по всему миру. Мы не касаемо там России. Нам вообще повезло в этом плане, потому что, например, сейчас в Стамбуле пол Осман-Бey, они закрыты. И вообще и Мертер, и Лалали, понятно, что это не наш вообще вайп абсолютно. Караламания на другом левеле стоит. Но, тем не менее, по бизнесу видно, как он просел во всех сферах. И нас спасает одно, опять-таки же спасаю нас я, потому что мое имя знают не только здесь, да, его знают еще там. И это люди разбросанные, мои женщины, моя категория покупателей, клиентов, это женщины, которые разбросаны по всему миру, и мы не привязаны были изначально ни к месту, ни к городу, мы привязаны ко мне как к персоне. Я продаю, Караламания продает. Это вот так вот работает. А сколько стоят ваши наряды? От 670 долларов сейчас, через буквально месяц, я думаю, полтора, цена поднимется до 880 долларов за единицу. В единицу в сет входит кафтан, брюки, пояс, платок. Это вот основная такая вот Мне Карина сказала, что у вас предзаказ, за месяц нужно оформлять заказ. Да, знаете, у нас в прошлом году был жестокий просто ажиотаж в сезон. Люди ждали по полтора, по 2 месяца заказ. Вот настолько был ажиотаж, этот год он поспокойнее, этот сезон прям ощущается. Но это не в нас дело, естественно, это дело в принципе, потому что повсеместно происходит по всему миру, и мы, к сожалению, не можем на это повлиять никаким образом. Но в любом случае мы делаем свою работу, мы двигаемся. Как говорится, один рынок закрывается, открывается другой, ребята, поэтому отчаиваться не надо. Если где-то сейчас, да, немножко на стопе все стало, мы найдем там, у кого есть бабки на Караламанию, поэтому работать мы будем. Считаете ли вы, что позитивное мышление помогает? Естественно. А что вы думаете о том, вот сейчас такая тенденция, женщины говорят, мне за 50, я стараюсь открыто не носить, яркий макияж не делать, и как бы ограничивать. Понятно, они стесняются, не надо стесняться. Девочки, не надо стесняться. Сколько вот этой, знаете, жизни нам вообще каждому суждено получить, да, в подарок от Бога. Я вообще, понимаете, для чего нужна одежда? Для чего нужна одежда? Для настроения. Мы не надеваем вещи для подруг, для друзей, для мужчин. Мы надеваем эту одежду для себя. Вот если я с утра плохо собралась, мой весь день идет, знаете, в каким-то странном вообще какое-то состояние. Я сама себе не нравлюсь, я не хочу смотреть на себя в зеркало. Одежда – это наш мут. И если ты не можешь по каким-то причинам, ограничиваешь, да, себя в этом удовольствии, быть красивой, быть статной, быть желанной. Понимаете, женщина, когда идет даже вот в нашей одежде,
Это же не просто какие-то там тряпки, да, это кафтан. Он развивается на ветру, у него очень много ткани, у него богатый вид, красивый крой, у него шикарные принты. Это немножко другой муд, да, у женщины спина становится прямее. И вот вы говорите, мне даже... Понимаете, сразу захотелось, да, понимаете, становится спина прямая. У человека другое настроение. Ну, надо тренинги еще параллельно проводить. Я просто могу, не просто тренинг, я буду собирать, да, массовку. Но это не наш бизнес, и мы не занимаемся такими непонятными вещами, мы просто продаем хорошую одежду, красивую. И это важно для женщины чувствовать себя красивой, понимаете? Вот она обязана себя чувствовать. Да? Каждое утро, просыпаясь к зеркалу, подходя, у каждой должен быть мут на эту жизнь, покорять ее, быть стойкой, да, быть сильной, несмотря на все, что происходит вокруг нас, и нести себя по этой жизни, понимаете, да, высоко и достойно. Вот такая вот история коралломания. Хорошо сказано. Спасибо. Не добавить, не прибавить. Большое спасибо. Я желаю вам огромных успехов, желаю вам процветания, всего самого хорошего. Спасибо очень большое. много классных сумочек, чтобы каждый месяц вы покупали по 10 штук. Ну вот, знаете, уже сейчас это не очень актуально. С того момента, как я начала вообще заниматься одеждой и производить ее, желание одеваться у меня как-то вот так поубавилось где-то да там. Понятно, в своей ипостаси мы развиваемся, но уже агония прошла. Агония прошла, потому что ты знаешь всю эту кухню. Еще знаете, такой вот момент интересный. Прошла тяга к бестолковым тряпкам однодневным, да, после того, как мы стали производить эту одежду. Почему? Потому что глобально вот на хорошую вещь, да, хорошему мастеру нужен, ну, понятно, можно сказать, и можно и две вещи туда уместить, но, например, все ткани, которые мы шьем, они очень деликатные. Вот на одну из таких вещей нужен 1 день жизни человека. Понимаете, 1 день жизни человека, который приходит, садится за машинку и до вечера работает. Плюс мы уже оставляем за кадром, сколько нужно вообще для этого, чтобы сшить эту вещь. Да, это нужна ткань, это нужно задействовать мастеров, кто это, собственно, художников, кто это сделает, людей, кто это напечатает, людей, кто это привезет, людей, кто это сошьет, людей, кто упакует, и только после этого вещь доходит до клиентов. И я к тому, что почему мы не хотим производить дешевые тряпки, потому что вот за каждой одеждой такой стоит чья-то жизнь, понимаете, 1 или 2 дня из жизни. Это очень важный момент, и поэтому вещь должна быть хорошей, качественной, комфортной, ноской, стираться стиральной машиной, не делать мозги хозяина и служить много сезонов и радовать, понимаете, создавая настроение по жизни. Так, мы приехали на новый комплекс в прямом и переносном смысле. Его только сдают, все готово. Люди заселяются. Вот только что заливают бассейн. 350 метров до моря. Комплекс состоит из 5 блоков 5-этажных. Смотрите, какая инфраструктура. Здесь тоже хорошая. Здесь тоже есть абсолютно все. Открытый, закрытый бассейн, хамам, сауна, спортзал, генератор, охрана. Все есть. И здесь у нас прям за стеночкой будет знаменитый ресторанчик рыбный, вот прям рядышком. Он уже открыт? Да, он уже открыт. Да. Очень вкусная еда. Весь город сюда приезжает покушать. И вот он прям новенький. Он даже пахнет новым, этот комплекс. Здесь вот, может быть, не так зелено, потому что только свежую зелень высаживают, но смотрите, здесь большой такой вот огромный масштаб, да. Очень красиво, ухоженно. Здесь у нас продается квартира тоже 1+1, я предлагаю тебе пойти посмотреть. Я поддерживаю, я очень хочу посмотреть. Мы, кстати, тут живем по соседству, следующий это наш комплекс. Мы хорошо знаем этот район, ужинали уже в этом рыбном ресторане. Все будете проходить мимо Светы, Саши. Да. И Света мимо вас. Заходим в подъезд. Даже язык не поворачивается назвать это подъезд, потому что так здесь красиво. Назовем это холл. Все в зеркалах. Ну, еще ведутся такие чистовые работы. Ну, потому что дом вот только-только сдается. И вот наша квартира. Красивые двери. Квартира у нас вот как раз как сдает застройщик, можем посмотреть. То есть у нас есть встроенная кухня. Вот такой дизайн серый с рыженьким. 1+1, то есть здесь у нас салон. Первый этаж, но смотрите, какая здесь терраса, балкон. Балкон хороший, просторный. Да, вот отсюда видно море, что рядом. Вот кусочек пройти буквально. Вот, смотрите, вот это море.
вот это комплекс, а вон тот с красной крышей – это наш дом. Мы живем в том комплексе. То есть рядышком. По факту все на одной улице. 1 квадрат, так скажем. Да. Здесь можно поставить большой стол, поместится прям 4 стула, или такой лежачок, гамачок. Можно застеклить, Да, можно будет застеклить. дополнительный кабинет или детская комната. У нас, кстати, очень хорошо пользуются этими балконами, то есть сюда выводят, например, даже и кондиционер, и телевизор вешают, и диванчик, и прям детская комната получается. Так, здесь в этом комплексе хорошие высокие потолки. То есть этот комплекс «Ботаник» называется, когда строили, сразу проектировщик закладывал, что ли, высокие потолки, поэтому очень светло, очень комфортно. Вот такая вот нейтральная плитка, вот это прям вот ремонт застройщика. Можно То, что заезжать, есть, да. покупать мебель. Почему мы вам решили показать снять. квартиру без мебели, так скажем, абсолютно новую? Потому что здесь экстренная продажа, срочно продаем, и цена ее 85 тысяч евро. Хорошая Да, цена. да. Для готовой квартиры. Для очень готовой хорошая. квартиры со всеми документами. Давай, Свет, показывай дальше. Заходим в спальню. И здесь у нас ламинат, по-моему. Так, сейчас проверим. По-моему, Это ламинат. ламинат. Теплый, хороший пол, панорамные окна. Хорошая спальная комната. Хорошая, просторная, Да. большая кровать поместится. И очень шкаф, светлая квартира. тумба, двери хорошие. У нас двери, кстати, такие же. Да? Да. У вас тоже стоят. То есть хорошая цена за 85 тысяч евро, недалеко от моря, комплекс огромный, с полной инфраструктурой. Я считаю, что очень Здесь достойная цена. Просторно, удобный шкаф. Но вообще таких цен нет в этом комплексе. А она у нас одна осталась. Мы Одна. продали, да, очень много было квартир. Мы на стадии котлована. Кстати, даже на стадии котлована некоторые люди дороже покупали. Просто здесь такие обстоятельства, что надо ее быстро продать. Поэтому вот ты говорила, покажи что-то такое недорогое, Да. и чтобы прям была такая горячая цена. Вот это и Недорогое, есть квартира, да. Карина, а вот, допустим, человек хочет посмотреть все квартиры, которые у вас сейчас в продаже. Мы не можем снять все. Да. Как ему это сделать? Ну, оставляйте наш контакт, потому что я быстрее перенаправлю клиента, какому менеджеру надо, и мы вам сделаем подборку. Прям говорите, бюджет такой, хочу то-то, то-то. Все, и мы вам сразу делаем подборочку, тем более сейчас, пока еще уже цены стали немножко подниматься в связи с открытием районов, но еще пока есть клиенты, которые держат свои цены и не поднимают. Вот сейчас самое хорошее окошечко купить. Итак, следующий наш гость – это Рамиль. Рамиль, добрый день. Добрый день. Как дела? Спасибо. Хорошо. Ваш как? Очень хорошо. Мы снимаем выпуск о том, как переехать в Турцию, показываем людей, которые переехали. И я бы хотела, чтобы вы рассказали свою историю, почему вы переехали именно в Турцию, в Аланию. В Турцию я приехал 7 лет тому назад. Честно захотелось, я жил в Питере, знаете, да, Питер это дождливо, серо, даже если там финансово у тебя все хорошо, все равно не хватает какого-то солнечного счастья, скажем так. Подумали с супругой, рискнуть, не рискнуть. Мы, в принципе, ничего не теряли, да, могли бы рискнуть, если не получилось, я просто вернулся бы обратно. Решил рискнуть, попробовать поменять что-то в своей жизни. Написал небольшой бизнес-план, примерно понимал, чем я буду здесь заниматься. И, как видите, получилось, но не сразу. Я 4 месяца просто бился в стену, в пустоту, ничего не получалось, и уже думал даже уезжать. И я себе поставил такую, скажем, дедлайн. Если в течение сезона я отобью те деньги, которые я вложил на этот переезд, то я остаюсь. Если не отбиваю, схема. то да, уезжаю. Так, чем вы тут занимаетесь? Когда я приехал 7 лет тому назад, я занимался риэлторством, как все. То есть это база. То есть ты приезжаешь, чтобы понять, как здесь все это происходит. Самое лучшее попасть в риэлторство, ты узнаешь все вокруг, да, и законы, и людей понимаешь, и язык подтягиваешь, и дома. Ну, то есть это очень хорошая школа, да. Можно там дальше не оставаться, но как минимум попробовать можно. Дальше, продавая эту недвижимость, у меня был YouTube-канал, где я, в принципе, снимал. У меня была, скажем так, небольшая опыт в недвижимости. Я раньше сам покупал, продавал, и мне было легко в этом. Начал снимать это все на YouTube-канал, как правильно выбирать недвижимость. Получилось. Через 2-3 года, когда устал от риэлторства, я ушел в строительство. Нашел себе компаньонов, которым был интересен мой опыт в продажах. Предложили стать, не амбассадором, скажем так, пусть будет отделом продаж, возглавить отдел продаж.
Вот. И, скажем так, вторая волна была вот связана со стройкой. Помните, когда было землетрясение, потом все это ушло на спад, мы попали в большой кризис, были большие проблемы. Можно сказать, что обнулился даже. Да? Параллельно мы делали IT-бизнес, который тоже был направлен на экспатов. Это поиск организаций, услуг различных, типа Авито пусть будет. Да? Тоже набил там шишек. Вот там вот я, короче, обнулился заново, все, понял, что не попал я правильно, и вообще, в принципе, советую, когда люди туда переезжают, не делать бизнес с фокусом на русскоговорящих. Это ошибочно, это неправильно, потому что, сами понимаете, сезона есть, сезона нет, самолеты летят, и все это меняется, к сожалению, и ваш бизнес уже не актуален становится. Так, и сейчас вы занимаетесь управляющей компанией. Да, вот как раз во время этого небольшого кризиса вообще нужно было как-то поддерживать YouTube-канал, что-то снимать. Меня уговорил мой товарищ снять одну тему, связанную с управлением домами. Это вот как ТСЖ у нас, да, в России. Мы сняли одно видео, и оно просто стрельнуло, бомбануло так, что мне все отправляют, спрашивают вопросы, и мы оставляли его номер под видео для консультаций. Он уже звонил, просил убирать мой номер, говорит, пожалуйста, умоляю, я уже не могу отвечать, я устал. И мы поняли, что куда-то, видимо, мы попали в какую-то боль, которую нужно решить. И вся компетентность, которая у меня была по недвижимости, в стройке, в риэлторстве, она помогла собирать какое-то портфолио домов, да, скажем так. Сейчас мы уже, скажем, почти 7 месяцев официально этим занимаемся. До этого 3 года мой компаньон работал управляющим в своем доме и набирал опыт. Благодаря тому, что есть какая-то узнаваемость в городе, да, у нас получилось хорошо стартануть. Сейчас у нас каждый месяц новый дом. Я ни копейки в рекламу не вкладываю, и мы сейчас просто... Соцсети, влияние соцсетей. Да, и это вообще какое-то, не знаю, чудо, если честно. Просто так получилось, что вот эта компетентность и узнаваемость, и что случайное видео, оно дало новое дыхание. Это результат вашей целеустремленности и того, что вы не сдавались. Как бы сложно не было, вы пытались. А расскажите, в чем конкретно заключается ваша работа? Смотрите, вот, да, люди, которые влюбляются в картинку в Турции, когда покупают недвижимость, да, раньше это было вообще много застройщиков, которые просто появлялись как грибы. А люди покупали эту квартиру, эту картинку, влюблялись, начинали жить, но дом, к сожалению, некачественно был построен или построен, а потом неправильно управляется. Но наши привыкли, да, чтобы это было все четенько, обещали, сделали, чтобы это было чисто, аккуратно, потому что правильное управление это поддерживает, в принципе, цену вашей квартиры, да, если дом не заброшенный. Вот, и это такая большая проблема была здесь на рынке, потому что застройщику, в принципе, неинтересно этим заниматься. Ему интересно этим заниматься, как только он построил дом 3 года для того, чтобы какие-то гарантированные обязательства выполнять, да, которые он может выполнить. И там у него есть там еще какие-то непроданные квартиры, он это все это держит. Через 3 года ему это, в принципе, уже не особо интересно, он готов это передать. Кто-то это передает с конфликтами, кто-то передает это спокойно. Так же, как я из России говорю российскими законами, да, то есть собрание проводится большинством, проголосовали, поменяли ТСЖ, и новый ТСЖ входит. Мы занимаемся, подбираем персонал, это охрана, уборка, чистка, закупаем химию, выбиваем, это нехорошо я сказал, просим оплачивать, ладно, скажем, ежемесячные оплаты. Если не оплачивают, да, выбиваем, отправляем к адвокатам, они уже сами с ними общаются. Вот. В каких-то домах берем управление квартир, что-то сдаем. В основном создаем уют, комфорт, чистоту и обучаем персонал. А сложно открыть компанию в Турции? Слушайте, открыть компанию несложно, закрыть сложно. Закрыть сложно. Да, открыть компанию это раз-два обчелся. Потом надо понимать, перед тем, как это открывать, на самом деле долгосрочно это будет игра. Я сам делал тоже много ошибок. Знаете, там проходил 1, 2, много идей. Ты идешь на поводу, быстро открываешь эту компанию, а потом задалбливаешься ее закрывать. 3 месяца компания там закрывается, и ты каждые 3 месяца платишь и налоги, и там бухгалтеру, и это очень затратно. Открыть компанию можно в течение недели. Вот, прописать нужно кведы, только тут, что я советую, обязательно, вообще в принципе везде так, но здесь точно,
хороший адвокат, хороший бухгалтер, делать все по закону, никакие там левые схемы, никуда не залезать. Да, в законах есть интересные лазейки, где ты можешь законно эту лазейку, да, обойти. Тоже хороший адвокат это все знает и спокойно открыть свою компанию. И не заниматься, знаете, скажем, как в России или там в СНГ у нас принято там ждать, когда кто-то придет, чтобы это решить этот вопрос. Здесь так это не делается. Плохая идея. Да. Понятно. А что по налогам в Турции? Ну, скажем так, вот если, давайте так, мы с дома, если получаем 1000 евро официально, да, на счет, на примере 1000 евро, скажем, извините, 1000 евро, 20% это НДС, 25% это подоходный налог из этого. Вот примерно такие доходы. Поняла. А сколько времени у вас заняло с момента переезда в Турцию до первых денег? Ну, смотрите, я переезжал, когда эта идея пришла, в течение года наездами. То есть я приехал один раз, снял видео про недвижимость, пощупал все это. Приехал второй раз, тоже с семьей, чтобы семья занималась там одними вопросами, да, там школы, садики рассматривали вообще, как они могут здесь жить. Я занимался там, как заработать деньги. То есть мы приехали, разделились, а потом вечером собрались и поделились идеями. Вот, и, скажем так, 7-8 месяцев это все длилось, и на третью поездку я уже сел в машину и на машине приехал. И давайте к этим 7 месяцам добавим еще 3 месяца, вот через 3, это сколько, 10 месяцев, и я начал зарабатывать деньги. Но эти 7 месяцев все-таки надо считать, что я жил в России, доделал, там, передавал свой бизнес и переезжал сюда. А так, если приехать, я думаю, что их можно заработать и в первый месяц, да, в принципе, тут подработать можно везде. Но если смотреть, жить не как мы раньше жили, да, наша жизнь была раньше от комиссии до комиссии, от сезона до сезона. Если жить и делать планы, что я хочу постоянный доход, то здесь можно, конечно, пожертвовать этим временем, иметь, конечно, запас денег. Ну, 6 месяцев я всегда советую иметь с собой денег. Вот, в течение 6 месяцев вы поймете, куда вам влезть так, чтобы вы могли на долгосрок думать, как оставаться здесь и как строить свои планы. А вы как живете, по ВНЖ или уже турецкий паспорт получили? И будете ли вообще получать турецкий паспорт? У меня рабочая виза на свою же компанию. Турецкий паспорт я получу на следующий год, дай бог, будем подаваться. Здесь тоже очень много нюансов, тоже с адвокатами лучше пообщаться. Здесь можно, да, по инвестициям получить гражданство, можно прожить 5 лет в своей квартире, кадастровая стоимость 200 тысяч долларов, и потом подаваться. Можно по рабочке подаваться, можно жениться, замуж выйти. Можно учиться, кстати говоря, также проучиться, потом уже переходить на это. Но гражданство все равно большой плюс. Вы становитесь здесь все равно своим. Да, то есть до конца, конечно, нет. Вот смотрите, что самое интересное. В Турции ваш внук будет уже турком. Потому что если разобраться в истории Турции, они все смешаны, и никто не вспомнит, кто была ваша бабушка или там дедушка. Все помнят вас сегодня. И в Турции очень много там людей, которые второе поколение или третье поколение, там Балканы, да, греки, арабы, курды. Но они здесь все турки. И, скорее всего, если я здесь останусь надолго, мой внук для общества уже будет турок. Поняла. Будет болеть за турецкую футбольную команду. Да. Но патриотизм здесь на самом деле на высшем уровне. Это, конечно, подкупает. Да, мы видели, как отмечают День независимости Турции. Да. Все собираются. Не жалеете, что переехали? Единственное, чего мне здесь не хватает, это родственников, родителей. Понимаю. Да, вот если бы они были здесь, то я, наверное, никогда бы не жалел. Момент то, что время идет, ты здесь проживаешь, а там родители стареют, и ты можешь их видеть в год там, 2 раза в году, конечно, это не очень история печальна, но мы стараемся чаще летать. Есть же, знаете, вот в течение 7 лет, я не знаю, где я где-то это слышал, может, я могу ошибаться, что есть депрессия иммигранта. 3-5-7, как-то так называется. Вот нужно это на самом деле обязательно прожить, потому что на первый год это эйфория, все нравится, фрукты, море, все дела, ты познакомился с кем-то, потом накрывает, очень сильно накрывает, ты уже начинаешь сравнивать какой-то быт, другое, но здесь это все обманчиво.
Так как там вы думаете, что вы уехали оттуда, и там останется все так же хорошо, как вы уехали. Нет, там тоже все меняется, и тоже другая жизнь, и те же самые люди, которые вас там могут здесь предать, или какие-то ситуации, которые здесь случились, такая же ситуация будет у вас там на родине, поэтому ничего не поменяется. Человек запоминает в основном самое хорошее и на это потом ориентируется. Да. Вы так хорошо рассказываете про бизнес. Какие советы вы могли дать тем, кто приезжает в Турцию и хочет открыть свой бизнес? В какие сферы не стоит лезть, а какие стоит рассмотреть? Конечно, если возможно не открывать бизнес здесь, не открывайте бизнес. Честно. Вообще, в принципе, бизнес — это сложная история, да, если мы говорим на долгую. В Турции это еще сложнее, потому что здесь нужно понимать их менталитет, на что они готовы, на что они нет. И для этого вам нужно время. И поэтому, если вы хотите действительно открыть свой бизнес, а не потерять деньги, год просто живите, общайтесь, залезайте в разные структуры, общества, не знаю, ассоциации. Можно даже поработать где-то, устроиться на работу, да, посмотреть это изнутри, да, побыть изнутри. Сотрудником. Да, и изучайте очень много нюансов. Но что бы я не советовал точно делать, это заходить в партнерство с местным жителем. Вот это, наверное, точно. Не заходите, потому что партнерство, в принципе, это целый институт отношений, да, а когда ты еще не понимаешь их менталитет, для этого очень сложно. И очень много людей здесь на этом прогорело. А если вы делаете партнерские отношения, то они должны быть, как минимум, в этой компании вы должны быть одним владельцем, и эти партнерские отношения могут быть с другой компанией, пусть будет ваш сосед, друг, брат, сват, турок, неважно. Но это должно быть два разных юрлица. И второе, не делать это именно на русский сектор, потому что вы слишком сильно сужаете фокус-группу свою. И попробуйте сделать, знаете, деньгами сделать деньги все могут. Да, прийти, построить, там, купить отель и делать из этого деньги. Попробуйте в Турции сделать что-то без денег. Или с минимальными вложениями. Да, попробуйте, пощупайте это. Здесь это можно сделать. Услуги хорошие давать. Не знаю, попробовать какие-то мелкие продажи на маленькую сумму. Как только вы все эти гипотезы проверите, поймете, что да, здесь можно только увеличиться деньгами, я получу больше, тогда рискуйте. А в каких областях чаще всего здесь работают русскоговорящие? Недвижка, это must-have, риэлторы, туризм, да, продают какие-то туры. В ресторанах есть, но не очень много. И, конечно, бьюти. Бьюти там очень много, но опять же, видите, к сожалению, многие работают нелегально. Да, это тоже надо учесть. Они работают на дому, в закрытых офисах, но работают. И здесь, к сожалению, тоже очень часто распространяется, у них прям это прописано, что если тебе не нравится, то всегда можешь пожаловаться. Есть определенный сайт, где люди пишут свои жалобы, и эту жалобу администрация не может пропустить, просто там, да, забыть или еще что-то сделать. Там должен быть на эту жалобу обязательно ответ, что случилось, фотографии, проверили, не проверили. Поэтому здесь тоже конкуренция в этом плане иногда нечестная. Вот это тоже нужно учесть. Но что самое верное, будет правильно с вашей стороны, если хотите бизнес делать, все делайте по закону. И все будет хорошо. Даже если вы закроетесь, и все ваши проблемы, они будут маленькие. Да? А если вы делаете не по закону, как минимум это депортация на 3-5 лет. Еще в лучшем случае. Да, да. Ну и когда вы уже, знаете, когда ты приезжаешь сюда, тебе нечего терять. А когда ты уже начал здесь работать и развиваться как-то, уже страшно отсюда депортнуться или потерять. Насколько важно знать турецкий язык, чтобы здесь работать? Конечно, это упростит вообще ваш быт здесь, потому что в любом случае вы будете ездить в какие-то налоговые, там, иммиграционные службы, администрацию. Если вы будете делать бизнес, конечно же, вам это нужно. Если вы просто приехали, купили квартиру, у вас капает с вашего города какая-то денежка, вы ее получаете, живете, покупаете на рынке фрукты, ходите на пляж и вообще ни о чем не думаете, но здесь минимальный турецкий вам нужен. Если вы купили квартиру еще в каком-то русском районе, да, там, Махмутларе, там вообще, в принципе, турецкий, я думаю, что не нужен, там все говорят на русском. Но это, во-первых, интересно, это вам будет полезно. Язык красивый, он легкий и легко строится. Можете смотреть сериалы, я тоже сейчас об этом подумала. Да, это все это легко. Но он красивый, прикольные песни. На самом деле странно, что мы в Дубае заходим именно в турецкий ресторан. Это очень странно, ты же отсюда приехал. Да. Но есть в этой стране такое, что оно влюбляет. Романтика, вот эта вся их
Они... Вкусно готовят, кстати, мясо очень, и рыбу Да, вкусно. вкусно работать, ну, дорого. Но ты когда начинаешь реально смотреть, да, условно, когда вот эти вот перепады настроения бывают, и ты уже на чемоданах думаешь, куда полететь, если ты реально посмотришь по всему миру, да, сейчас нет нигде лучше, спокойней, теплей, безопасней, да, там, да, мы не говорим про ОАЭ, это сейчас это другая уже история, да, условно, а сейчас это вот так, здесь все вкусно, здесь все растет, море, как минимум ты покупаешь еще 15 лет своей жизни, все, это must have, и за это ты понимаешь, да, наверное, вот сейчас это вот лучшее место, где я могу сейчас жить. Лекарства реально, здесь нету подделок, здесь все качественно, они реально на тебя действуют и лучше, чем в России, многие отсюда покупают, уезжают. С врачами сложновато, но они есть. Если здесь вот попасть в это комьюнити, что очень важно, не надо сидеть дома, там, закрыться и, да, страдать от этого. Надо общаться, искать, потому что есть какие-то специалисты, которые не нужна реклама, но определенный узкий круг людей знает, что это хороший врач. И он может быть не всегда русскоговорящим врачом, он может быть турком, да, но он хороший врач, да, вы можете взять переводчика с собой, или там есть в ресепшене переводчик. Здесь нужно вот найти своих врачей, свою клинику, если вы еще рожаете здесь. Тут немножко нужно над этим поработать. Чем занимаются русские женщины, пока мужчины здесь работают? Мы долго шли к этому, например, со своей супругой. Я ей пытался объяснить, что ничем здесь заниматься не нужно. Здесь нужно просто получать удовольствие. Сейчас много Есть лайков смысл. соберете от нашей женской аудитории. Да. Сейчас прям посыпятся на то есть поднять щиты за короля сейчас. Да, такой мем уже пошел. Но действительно, если вот мне сложно, да, выходя на улицу и там воевать за это, что у нас, за борьбу за деньги. Просто будь рядом, да, приноси в дом и ко мне хорошее настроение, сама получай это солнце, там, не знаю, пожалуйста, хотите спортом, там, пилатес, йога, медитации, да тут много всего, лошади, корабли, не знаю, все здесь есть. Наслаждайся. И для меня это, конечно, самое лучшее, когда я вижу, что они наслаждаются, и я делаю что-то, от чего я этим зажигаюсь. А когда у тебя до хера проблем, еще она куда-то залезает, у нее до хера проблем. Вот это вот история. Бизнес тоже. Да, у нее тоже бизнес, хочу мы будем делать бизнес, мы будем делать бабки. Нет такого, что не развивайся. Развивайся. Здесь очень много бизнес-встреч каких-то интересных, да, там бьюти, одежда. Тут очень много там, не знаю, делать встречи, там про искусство рассказывают. Это супер, классно. Получайте просто удовольствие, когда здесь живете. Не нужно здесь работать. Мне нравится. Хорошее дело. Хорошая политика, да? Да. И последний вопрос. Сколько здесь минимально нужно зарабатывать, чтобы комфортно жить? Ну, если это семья или если это один человек, да, скажем так, сейчас семья моя в Питере, я здесь один, да, я просто, я выхожу из дома, завтраку, обед, ужин, да, какие-то минимальные затраты, я примерно посчитал, думаю, 1500 евро мне вполне, это и бензин, и как бы, да, я один в моей квартире, в собственной. Если это семья, то тут уже минимально, чтобы чувствовать себя реально комфортно, да, ты сидишь, да, ты живешь у моря, но хочется и в ресторан сходить, да, что-то купить себе, как-то развиваться здесь, для себя любимого все это покупать. И 3500 это вот та минимальная сумма, 3000 евро 500, где ты чувствуешь себя комфортно. Если ты зарабатываешь 5, 6, 7, то это уже шикарно, да, ты себя спокойно чувствуешь. Но 3500 это минималка. Поняла. Спасибо большое за такое развернутое, полезное интервью. Ребята, что вы думаете? Пишите свои комментарии про каждый вопрос. Если у вас есть еще какие-то вопросы, тоже их задавайте. Рамиль ответит. Да, с удовольствием отвечу. Если у тебя будет время. Всего тебе самого хорошего. Спасибо. Удачи во всех делах. Спасибо. И процветания. Спасибо большое. Мы приехали к Алене. Посмотрите, какая у нас тут солнечная красотка. Алена, как дела? В Турции, в Алании всегда прекрасные дела. Здесь нету таких погодных условий, от которых было бы грустно. Это согласна с тобой. Скажи, пожалуйста, из какого ты города? Я с Новосибирска. Как раз причина переезда была унылая погода, которая минус 40 и длится пасмурные дни достаточно долго. И мой поисковик было 365 солнечных дней. И это выложилось, получается, информация Эквадор, Алания и Испания. Понятно.
А как давно вы уже здесь? 7 лет мы тут живем. 7 лет! Вау! То есть вы прошли уже все стадии. Мы сейчас с предыдущим гостем говорили, что есть такие стадии переезда. Первый год, когда все нравится, классно, потом немного накрывает. Потом заканчиваются деньги. И думаешь, что делать здесь. И начинается какой-то новый этап, да, себя, познания. Дальше себя, придумывать, что же здесь надо делать. Потому что, когда есть деньги, можно хоть где долго жить, но нужно на местности что-то придумывать. У тебя очень интересная деятельность, я очень рада, что ты решила рассказать нам об этом. Я бы хотела начать с детского лагеря. Мне очень интересно, как эта вообще идея родилась, как ее воплотить, да еще в другой стране. Мы сидели с девушкой, познакомились. Это был женский завтрак, и мы приехали минут за 10 раньше женского завтрака. Мы с ней познакомились, вот так же сидели, пили кофе и разговорились, кто чем занимается. Нас хотели на самом деле познакомить, но вот мы так познакомились перед этой встречей. Вот. И, соответственно, она говорит, у меня 3 детей, я говорю, у меня 2, а чем летом заниматься, непонятно, надо как-то детей увлечь. Я говорю, я всегда проводила все каникулы в спортивном лагере. Ну, то есть у меня брат спортсмен, и меня родители всегда к нему. И, собственно, мы такие, она говорит, у меня тоже всегда я была в лагере, родители педагоги, и вот всегда в лагере. И мы такие, а давай сделаем лагерь. Мы такие, а давай. И мы сделали лагерь, придумали просто вот в моменте, переходим к девчонкам, садимся на завтрак и говорим, мы придумали сделать лагерь. И они такие, прикольно, давайте мы вам детей своих отдадим. Мы такие, давайте. Ничего нет там. Первая смена у нас была 47 ребятишек, которые просто нам доверили люди, потому что давно знают многие Анну, давно знают меня, и вот просто дали нам своих детей. Мы, естественно, очень классный персонал себе взяли, вожатых наших любимых. И вот 4 года мы все работаем все вместе одной командой. Молодцы. Это как, с сезоном только на лето или зимой тоже есть? Мы делаем посменно, получается, лето, потом каникулы осенние, весенние, зимние, но летом делаем одну смену. Нас просят, почему одну? Ну, потому что, во-первых, отели здесь рассчитаны на курортные приезды, и суммы очень отличаются. Ну, то есть, если это сентябрь там, или октябрь, это по Турции совсем другие цены, нежели июль либо август. Ну, то есть, как бы это зависит от отелей. А расскажи, пожалуйста, как это все проходит? Где это находится? Куда вы едете? Мы берем обычно отель, все включено, дети там находятся в безопасности, то есть у них 3 или 4 бассейна, хамам. Дети полностью на территории отеля всегда находятся, кушают all-inclusive. И, соответственно, с нашей стороны мы предоставляем безопасность. С нашей стороны у нас вожатые, у нас программа, краски Холли мы везем с России, кидаем все. Ну, то есть разные квесты делаем. Ну, то есть у нас дети приезжают в эмиграции, просто ребенку не только взрослым сложно, да, но и прежде всего ребенку сложно, потому что ребенок здесь никого не знает, потому что наши посетители – это в основном дети, которые здесь живут. У них нет друзей, им сложно общаться между собой. И мы как раз закрываем эту потребность, потому что дети приезжают к нам в лагерь, они просто погружаются в эти процессы, в творческие, они между собой начинают знакомиться и находят друзей. И то есть вот этот момент, что очень важен, когда у ребенка никого здесь нету, особенно если это подросток, то приезжая в лагерь, он находит себе просто друзей. И все. И даже многие дети, которые в этот раз были, они такие, мы только думаем, родители, о переезде, но уже сейчас, ну, то есть все, у меня я переезжаю, у меня есть друзья. И дети счастливы от этого, потому что дети такие, говорят, как мы будем переезжать, что у меня здесь никого нету, ну, то есть, а так вот все. Как бы. А как долго длится смена в лагере? Примерно 7-10 дней. 7-10 дней. Нас, конечно, просят 21 день, либо на все лето, но мы очень максимально вовлечены в детей там, и физически, ну, просто это достаточно сложно делать смену 21 день. А сколько у вас человек сейчас работает? В зависимости от количества детей, у нас команда 5 человек, вот мы с Анной, которые организаторы, и у нас 3 ребят, которые работают с нами в команде. Что самое сложное в этом деле? Самое сложное, как многие говорят, да делегируйте, да делайте чаще, но мы не можем делегировать. Ну, то есть мы всегда с детьми, кто-то из нас в смене обязательно. Просто Анна сейчас в Москве, и даже если она улетает, я нахожусь в смене. Либо если я улетаю, она находится. Ну, то есть мы обе детей видим абсолютно с другой стороны, видим, какие у них есть вопросы, какие есть внутренние страхи.
и мы вот их немножечко раскрываем. Даже дети, которые подростки, такие мальчишки-бандиты, мы говорим: так, ты у нас будешь главарь банды, вот тебе карточка от номера, будешь ответственный. Ну, то есть мы видим определенный потенциал каждого ребенка и, собственно, стараемся его раскрыть максимально с разных сторон. Даже вот эти мальчишки-забияки у нас садятся и делают мастер-класс по глине, что-то погружаются с хангом. Ну, то есть вот такой медитативный процесс у них начинается. Я, честно, в шоке от вашей истории, потому что вот придумали с подружкой и воплотили так быстро от идей до воплощения. Обычно люди придумывают, и все это остается на этапе каких-то идей светлых, а вы молодцы, сказали, сделали. Ну да. Что было самое сложное в организации лагеря? В организации лагеря, наверное, как-то в организации нет, а именно когда вот был какой-то сезон, один раз вирусы дети подхватили, вот это было сложно. Но мы с родителями тоже всегда на связи, то есть если с ребенком какие-то моменты, мы сразу звоним, и что, можно забрать ребенка, либо оставить, да, то есть какие лекарства дать ему. Вот, скорее всего, вот этот момент, период был сложный. Все остальное мы как бы вывозим. Молодцы, красотки. Все остальное вывозим. А мы сегодня снимаем такое видео, в котором рассказываем, чем занимаются русскоговорящие в Турции, как зарабатывают. Как ты думаешь, если зайти вот в эту сферу детей, детскую, что еще можно открыть? Чего здесь не хватает? Здесь первый вопрос, наверное, для русских, конечно, это русскоязычные садики, но, как правило, здесь есть определенные сложности вот с этим. Так просто не откроешь. Да. Понятно. Сфера детей, возможно, няни. Какие-то мастер-классы, няни, да. То есть няни здесь очень востребованная тема, поэтому что это можно тоже сферу рассмотреть. А с какими основными трудностями вам пришлось столкнуться при переезде в Турцию? Мы переезжали чисто на эйфории, на моем желании. Так, абсолютно не оценивая масштаб, не оценивая, сколько нужно будет нам денег. Вообще просто такие, едем. Муж у меня на госслужбе работал. И он такой: в смысле, у меня карьера? Я говорю: мы переезжаем. Он говорит: почему? Я говорю: я сейчас просто умру. Он такой, хорошо. Он думал, что мы переедем через год, через два, он успеет подготовиться, но мы уехали буквально через 2 месяца. То есть приехали сюда, я говорю: поехали посмотрим. Почувствуешь просто место, поехали. Мы здесь ни разу не были до переезда, вообще. Я в шоке. И мы приехали, такие, почувствовали, все, нравится. Видим, как турки относятся к ребятишкам, к котам, ко всем животным, что они ко всем доброжелательно относятся. И я мужу говорю просто, что если мы сейчас попробуем, то мы будем понимать, получилось у нас или нет. А если мы не попробуем, мы не будем знать. Лучше жалеть о том, что лучше ты жалеть о том, что ты сделал. Я говорю: на работу в Новосибирск ты всегда вернешься, всегда можно устроиться, всегда можно что-то придумать. Я говорю: но не пожив за границей, мы не поймем вот этого ничего. Можем мы тут жить или нет, получилось у нас или нет. И все получилось. Молодцы. А родственники, родные, друзья, что сказали? Естественно, они нас отговаривали: вы куда? Блондинок, у нас дети просто блондинки. Вы блондинок, мусульманскую страну, вы что? Но потом они приезжать начали сюда и говорят: да у вас тут классно, у вас тут хорошо, у вас тут вкусные фрукты, овощи, помидоры на базарчике. Дедушка такой: все успокоились и начали периодически к нам приезжать сюда. Не жалеете, что сделали такой шаг? Нет, но периодически, когда наступает сильная жара, мне хочется куда-нибудь поехать на Алтай, и, естественно, мы ездим к родным в гости. Домой тянет? Не то чтобы тянет, посетить, просто увидеться и все. То есть увидеться, а здесь уже что мы, что дети считают, что это наш дом. Да? То есть младшая дочка, когда мы переезжали, ей было 2 года, и она уже, даже снег она увидела здесь, в Сахликенте, мы на лыжах катаемся зимой. И то есть до этого она, она в России не помнит зиму. 2 года ребенку было. По твоим ощущениям, сообщество русскоговорящих здесь увеличилось или уменьшилось за последние 3 года? Увеличилось. Я приехала, у меня вообще ни одного человека не было знакомых, а сейчас я делаю сама нетворкинги на 100 человек. Круто. Поэтому, то есть все, что мне не хватает, я тут делаю сама. То есть... Это ж гениально. Многие ищут работу, Алена сама себе ее создает. То есть мы, допустим, хотели на какую-нибудь русскую вечеринку пойти. Ее нету. Мы нашли диджея, он играл нам
включал песни 90-х, мы потанцевали, Красотка, довольны. молодец. Ну, то есть все, что хочется здесь, ну, здесь есть поле для этого, да, и можно это просто создавать. Вопрос времени и вопрос желания. Мгм. А вот по твоим ощущениям, насколько сложно найти здесь работу без знания турецкого языка? Я не знаю турецкий язык. Я в этом году его ходила, учила на курсы 3-месячные, выучила на уровне, ну, вот на таком просто базовый, то, что немного понимать конструкцию предложения. Вот. Но я думаю, что если есть желание, то можно. Ну, естественно, знание языка английского или турецкого, оно раскрывает, да, больше возможностей. Но можно Как и так, мне показывает кажется. практика, вовсе не обязательно. Я думаю, что можно быть просто, если ты коммуникабельный человек, и есть страсть к жизни, и есть желание здесь остаться, то ты можешь хоть где это сделать. Хорошо Ну, сказано. то есть, поэтому... А как вы здесь живете? По какой визе, ВНЖ или паспорт? Мы поехали сразу здесь, приобрели недвижимость, самую простую, 1+1, продали у себя там квартиру, потом через некоторое время уже переехали сюда в центр. Вот, мы живем по ТАПУ, вид на жительство по недвижимости. Здорово. А вот когда перестали выдавать ВНЖ, у вас его не отобрали, вы продлевали? Как это Мы было? уже тогда жили в центре. Ну, то есть у меня, видимо, какие-то процессы интуитивно больше, да, я слышу себя. Мы купили первую квартиру, это в закрытом районе, но он до этого был еще открыт. То есть мы переехали в 2019 году, вот, и все районы были открыты. И потом уже все начали активно приезжать, школы начали переполняться, районы переполняться. Ну, я говорю мужу, почему мы живем за границей в русском районе? Я говорю, давай, может быть, куда-то поближе к центру. Переезжали 5 раз по центру. Он такой, я уже устал перевозить ваши вещи все, детей, игрушки, вещи. И я говорю, окей. И когда началась пандемия, хорошо цены упали на недвижимость, и мы выгодно приобрели квартиру в центре города. Здорово. Ну, собственно, сейчас цены тоже очень хорошие. Ну, то есть, если там год-полтора назад они были намного выше, то сейчас самые выгодные цены для приобретения недвижимости здесь. Да, мы тоже об этом говорили. И плюс открыли районы. Да, плюс открыли все где можно районы. получить ВНЖ. Такой вопрос. Чего вам не хватает в Турции для полного счастья? Или оно у вас Таиланда. полное? Таиланда. О, опять, вот она. Мы отсюда путешествуем зимой, либо на Мальдивы, я делаю ретриты, поездки, либо вот Таиланд, мы ездим с супругом. Ну, я вот люблю все равно Азию, люблю те фрукты, манго, вот это все, оно. Ну и следующий вопрос. Расскажи про свою вторую деятельность. Если лагерь только хобби, чем ты здесь еще занимаешься? Я прорабатываю людей на расширение, на спокойствие, убираю тревогу, то есть это через медитацию. Я занимаюсь энергопрактиками, также обучаю, у меня есть лицензия в России, правда. Здорово. И преподаю здесь кундалини-йогу. Работаю индивидуально и в группах. А где это проходит? Это проходит онлайн, но когда не так жарко, я провожу на пляже практики. Я как-то ходила тоже здесь на йогу на пляже, мне очень понравилось. Да. У меня тоже здесь подружка Эльвина, она проводит. Здорово, особенно на закате. На Вообще, закате, атмосфера да. волшебная. Поэтому сейчас немного жарко, ну то есть у меня есть пауза такая. Чуть-чуть попозже я снова восстановлю эти практики здесь. Здорово. А по медицине, вот если вдруг надо, в Мы какие не болеем. Вы не болеете? Мне нравится. По медицине мы здоровы. Ну, то есть, когда только приехали, у ребятишек были, но у нас есть страховки. Вот. И плюс, ну, то есть мы ходим к врачу, мы прописаны, по прописке у нас тоже есть прикреплены, как в России, То есть поликлиники. вы можете ходить в бесплатные поликлиники? Да. Ну, то есть мы ходим по страховке, по своей, по прописке в бесплатной поликлинике. Если нам прям что-то надо, мы в центре ходим в платную поликлинику, либо вызываем, тоже есть девушки, которые русскоязычные, которые могут приехать к тебе домой. Это уже через личный контакт. Здорово. Поэтому, ну, мы как бы в основном, мы здоровы здесь. Ну, я рада. Поэтому- По тебе видно, что самый здоровый человек. Светишься здоровьем. Поэтому, да. А вот многие люди хотят приехать, но боятся. Боятся, думают, все взвешивают, а вдруг то, а вдруг все. Какие советы ты можешь дать людям, которые хотят переехать, чтобы минимизировать максимально риски, и чтобы переезд прошел максимально комфортно? Ну, первое, наверное, приехать сюда посмотреть это место, да, вообще оно, ну, их оно ли вообще, да, то есть как им здесь, возможно, я знаю, что кто любит Азию, им здесь не очень, ну, то есть растительности мало, продукты не те, там морепродуктов, например, не такое изобилие, да, потому что у меня был тоже шок, что вот оно море, а морепродуктов нету столько, сколько в Азии, потому что,
Вот. И скорее, что прочувствовать вообще, хочется ли им сюда, если все откликается и есть, да, отклик сюда, то все равно просчитать минимальный бюджет. Если есть какой-то бизнес, либо аренда квартиры в России, это идеально, потому что можно здесь жить спокойно. Ну, понятно, что цены выросли. Мы раньше жили, когда приехали, был чай там по 5, по 3 лиры, то сейчас оно все, ну, вот как бы цены такие, да, немножко стали московские. Вот. Но опять же, в зависимости, я бы сказала, что вот как семья в России живет, они примерно столько, ну, может быть, на 20% больше будут тратить и здесь. Вот, и как раз мой следующий вопрос предугадал. Если вы привыкли ходить по ресторанам кушать, да, мне это нравится, вот я хожу вот в эти заведения, я готова за это платить, я готова за это переплатить, потому что кушать вот с таким видом, да. Если семья изначально не привыкла к этому, то для них это будет здесь вот такое открытие, потому что они постепенно все равно начнут ходить по вот этим красивым местам. Поэтому вот так все продукты также продаются, есть базары, есть магазины, и поэтому, ну, плюс-минус, но я бы добавила где-то 20%. Обязательно ли здесь иметь свою машину вот для удобства передвижения? Желательно, когда особенно жара, но у нас нет своей машины, мы просто арендуем, когда нам нужно. Ну, то есть берем в аренду. Как часто ходите на море? Хороший вопрос. Когда работы много, естественно, это реже, но плюс, что во всех комплексах есть бассейн. У нас дома 3 бассейна, и часто я просто выхожу на бассейн. Но на море стараюсь 2, 3, 4 раза в неделю выходить. А по твоим ощущениям, как турки относятся к русским? Хорошо не относятся. Нормально. Нет Ну, вот то есть такого у них какого-то разделения? Нет, вообще какой-то период, вот прям с самого начала, да, когда были проблемные законы, что было немного, они спрашивали, откуда вы или как. Сейчас вообще, ну, то есть они изначально и до этого, и сейчас вообще всегда хорошо относятся. Ну да. Ну, то есть они услужливые, и что помочь, и там, и с детьми как бы всегда, ну, то есть как бы... А друзей много у вас здесь? Да. Ну, то есть у меня здесь хорошее, большое русское комьюнити, и, ну, то есть вот я как бы дружу, да. Можно сказать, что ты здесь уже как дома? Да. Очень люблю ваш блог, всегда наблюдаю, и когда еду куда-нибудь в Таиланд, всегда смотрю, что там новенького, какой ресторанчик новый открылся на Самуи или еще там где-нибудь. Мы обожаем Самуи, нам очень понравилось на Самуи, вот долго мы туда не приезжали, и как приехали, в восторге были. Самуи, Краби, Пипидон, Панган. На Очень Пангане нам мы не нравится. были, ну, я туда не ездила. Надо, значит, съездить. Там тоже много мест, где проводят, знаешь, звуковые медитации, хатха-йога. Ну, мы вчера йога были в танце. на звуковой медитации, как раз парень, я подписана, что он в Таиланде проводит, и мне присылают рекламу, что он здесь. Я такая говорю, я за тобой с Таиланда наблюдаю, он такой Да? класс. И он, получается, на лето вот сейчас здесь, а на зиму тоже снова на Панган, он там проводит. Ну, Я классно. говорю, прикольно. Молодцы. Если ты не едешь в Таиланд, Таиланд едет к тебе. Вы, и вот он как раз. Счастливо видеть вас, когда людей сначала смотришь в телевизоре, а потом живую, и так привет, привет. Спасибо огромное. Ты такой классный. Спасибо. Красотка, всегда оставайся такой позитивный. Вообще Благодарю. никогда не меняйся. Благодарю. Взаимно. До встречи. Сегодня мы заехали посмотреть очень красивую квартиру, которая подходит под гражданство. Карина, расскажи, пожалуйста, куда мы приехали, покажи квартиру. Мы приехали в район Оба, он изначально был открытый, ну и сейчас, соответственно, он открытый. И хотим вам показать квартиру 3+1, 154 квадратных метра. Она у нас в одном уровне. Часто клиенты спрашивают, большие квартиры в одном уровне. Но их редко строят, но вот в этом проекте она есть. И самое главное, что она подходит под турецкий паспорт, друзья. Да, вы можете ее купить и сразу получить турецкие паспорта на всю вашу семью. Ты уже сказала, что здесь готова какой-то документ. Здесь готовы экспертизы, да. Часто говорят, что эта квартира подходит под гражданство. Потом приезжают оценщики, делают экспертизу, и она не дотягивает до 400 тысяч кадастровая стоимость. Здесь, то есть мы прям высылаем нашим покупателям, показываем экспертизу, что у нас все готово, то есть она просто ждет свою семью, своего хозяина. Сколько здесь квадратных метров? 154 квадратных метра, 3+1. Мы еще покажем комплекс, он шикарный. Вот. Оба и классная инфраструктура. Вокруг есть все, абсолютно все магазины, включая государственный госпиталь. Вообще, из того, что мы посмотрели за этот приезд, эта квартира наш фаворит. Мы зашли в комплекс, сказали: вау, тропическая красота. И сама квартира большая
ремонт хороший и планировка классная. И аура хорошая здесь, чувствуешь? Да. Сколько она стоит? Квартира стоит 350 тысяч евро. Мгм. Давай смотреть. Так, мы находимся в салоне. Огромная гостиная, да. просто огромная. Она очень светлая. Смотрите, здесь получается, по сути, две только стены и две стены из чистого стекла. То есть она очень светлая, вот такая вот прозрачная, эти стекла. И вот с этого балкона, я даже что с балконами сбила с счета. То есть это вот маленький, так называемый французский балкон, а здесь прям хороший, полноценный балкон. Шикарный балкон. Да. Такие я люблю. И посмотрите, какой вид красивый открывается на пальмы и бассейн. Я вот смотрю, соседи рядом застеклили, то есть можно застеклить. будет Здесь вот эта дополнительная хорошая шторочка комната. опускается. Маркиз есть вот такой, да. Вид у нас на бассейн и вот на такую зеленую, прям очень зеленую территорию. А кто живет в Алании, этот комплекс называют часто Обкомовский дом. Почему? Ну, как бы, вот кто взрослое поколение, они понимают, то есть это такой качественный, Ага. это комплексу где-то около 10 лет, то есть здесь не тонкие стены, здесь толстые стены, здесь хорошая шумоизоляция, это вот такой добротный, качественный дом. И здесь есть вот такой плюс, отдельная кухня, вот кто любит планировки с отдельной кухней, а таких клиентов стало со временем почему-то у нас больше, не хотят вот как это американская планировка, салон соединен с кухней, жарим, парим, чтобы никакие ароматы не переходили у нас в квартиру. И кухня сама по себе на самом деле большая. Большая. И в принципе, кто хочет, можно и открыть эту стену, и будет салон, соединенный с кухней. Эта стена не несущая. Но вот кто любит отдельную, вот, пожалуйста, большая рабочая поверхность, у нас здесь техника вся Bosch, все это остается, все, что видите. Вот. Здесь наверху еще дополнительные ниши, ну, то есть Очень как мы красиво. любим. С кухни тоже Женщины, красивый да. вид. Посмотрите, какой вид красивый с кухни. Какая роскошная зелень и бассейн. С таким видом не хочется готовить. Хочется в бассейн пойти. Большой коридор. Здесь у нас встроенные шкафы. Много мест для Много, хранения. большая прихожая, то есть все продумано. Вот такой там подъезд у нас. Это получается второй высокий этаж, как третий этаж. Вот зашли в коридор. Получается, у нас налево это кухня, здесь вот гостевая, откуда мы пришли. Какой красивый санузел. Как Большой мне нравится эта санузел. плитка под дерево. Да. Как у нас. И здесь как вот под мрамор. Это такой гостевой санузел, то есть пришли гости, им не обязательно в другие санузлы ходить, можно этим воспользоваться. Очень красивый, очень. Приятно пахнет, такой свежестью моря. Давай, Саш, заходи. Детская комната тоже с отдельным балконом. Так, надо заморочиться, посчитать санузлы. Раз, один был. Вот у нас балкон, то есть получается это у нас уже третий балкон. То есть из Красиво. детской свой балкончик есть. В принципе, можно и застеклить его, сделать отдельную комнатку, кабинетик вот такой. Паркинг для жильцов. Да. Все комнаты у нас изолированные. Дальше идет еще одна детская, уже с застекленным балконом. Балкон сейчас застеклить около 2000 евро в Турции Да? стоит, да. И вот эта вот дверка, это О, котик, чтобы выходил. Саша, Это прям квартира для нас. Смотрите, для Персюши. да, он, да, Вот так открываете, и он с балкона может зайти сам, когда захочет, туда и обратно. Да. Здесь вот такая ниша, кладовая есть, застекленный балкон. То есть, если у вас дети разнополые или просто разного возраста, у каждой малышки будет своя комната. Так, дальше. Это родительская спальная комната, опять же, со своим балконом. Раз, два, три, 4 балкона в квартире и со своим санузлом. 2 санузла, получается, из родительской спальной комнаты и гостевой. Все Такая родственники могут красивенькая разом квартира. приехать, погостить. Здесь вид на горы. Получается, из салона, из кухни у нас на бассейн. Ну, здесь все магазины, здесь школа. То есть все в шаговой доступности. И вот за этим домом будет госпиталь государственный. А вот если в новостройке такую квартиру брать, такой планировки и площади, сколько она будет стоить? Во-первых, сейчас уже не строят такие площади. У нас сейчас прям застройщики 3+1, это 100-110 метров. Здесь все-таки 154 квадратных метра. Я думаю, что, ну, мы смотрели, да, Да. и 700, и 500, и 600, то есть такие цены. А здесь получается цена 350 тысяч, и вы получаете гражданство на всю вашу семью. Мы старались найти самые лучшие объекты для вас. Давайте посмотрим инфраструктуру самого комплекса. Во-первых, здесь очень зеленая территория. И большая. Под каждым комплексом есть открытые парковки.
Охрана работает 7/24. Сам охранник с семьей живет прям в комплексе. То есть его жена здесь убирается, он охранник, и, в общем, всегда все под присмотром. Вот такой вот огромный бассейн. Здесь есть открытый бассейн, также есть и зимний бассейн, хамам, сауна, детский клуб, в общем, полная вся инфраструктура. Также есть бассейн для малышей, то есть смотрите, как здесь вообще уютно и красиво. Плюс у нас есть в этом комплексе квартира 2+1. Она подходит под полноценный ВНЖ. Это о том, что мы говорили, если вы проживаете 5 лет, то вы получите гражданство. Мы зашли посмотреть внутреннюю инфраструктуру. У нас здесь зимний бассейн. Смотрите, какой он большой, светлый, стеклянный потолок. Также есть детский зимний бассейн. Сейчас водичку сливают, будет полностью генеральная уборка. Пойдем дальше посмотрим. Для жильцов есть спортивный зал, тоже вот с таким красивым видом. Здесь такое огромное пространство, под этим блоком столько помещений. Вот еще такой есть детский клуб. Ребята, это супер предложение. Такие квартиры не часто появляются на рынке, поэтому я рекомендую ее к покупке тем, кто рассматривает именно большие площади. По вопросам покупки пишите Карине, ее контакты мы оставим в описании под этим видео и продублируем здесь на экране. Юсуф, добрый день. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, откуда вы переехали? Мы переехали с России, с Челябинской области. Вот, я там обучался, ординатуру проходил по хирургии, работал лет 8. Сначала в районной больнице, потом в областной, городской больнице. Потом мы, когда приезжали сюда на отдых, немножко, скажем так, мои корни связаны с Турцией, вот, и решили переехать с семьей сюда. Вот, такое решение было принято. Переехали мы в 2017 году. А почему решили приехать? Нам понравился здесь климат, люди, вот, учитывая, что мы с Урала, там постоянно холод, скажем так, здесь лето постоянно, тепло, вот, и скажем так, и нам понравился это вот так вот. Понятно. Вот. Кем вы здесь работаете? Я сейчас работаю активно хирургом по своей специальности, вот, поначалу были трудности с оформлением, вот, слава богу, получилось. Там несколько этапов это все происходит, если интересно. Да, очень могу интересно. Рассказать это все. Вот, тут сейчас немножко законы поменялись, в среднем такое скажу. Сначала приезжает, если вот специалист какой-то, допустим, доктор, да, как я, надо подавать документы. Есть тут организация, ЙОК называется, это Yüksek Öğretim Kurulu, это организация, занимающаяся высшим образованием в Турции и занимается документами, кто за границей обучался. Вы подаете туда документы, они рассматривают, делают запросы, вы где обучались. Если все совпадает, каких-то нарушений допустим, нету, они вам дают разрешение, чтобы вы заходили на экзамен для подтверждения диплома сначала. Вот. Но сейчас это немножко поменялось, сейчас можно будет подать документы, не ожидаясь, уже можно будет заходить на экзамен. Вот. Экзамен 2 раза в год происходит, раз в полгода. Вот, там минимум тогда, когда я экзамен сдавал, тогда 45 баллов было проходной балл. Сейчас, по-моему, 40 сделали, если не ошибаюсь. Вот, после того, как вы прошли экзамен, вы подаете опять бумагу, то есть заявление пишете опять туда же в ЙОК, что вы там сдали экзамен, прикладываете результаты экзамена, и они вас направляют уже на прохождение стажировки, так называемые. У меня полгода была стажировка. Опять-таки, это срок стажировки зависит от, насколько я понял, от года обучения и с какой страны человек приехал. Иногда бывает, что до года люди, есть такие знакомые, год даже проходили стажировку. Вот, пишите заявление, в каких университетских больницах вы хотели бы пройти стажировку. Там 3 университета надо было тогда написать. И меня тогда направили в Анталийский, один из университетов, там стажировку проходил. После стажировки получил подтверждение
И в это время, ну, у нас как бы так получилось, еще пандемия попала, все остальные немножко документы там поздно, это все процесс медленно проходил, это все. Вот, после получения подтверждения меня направили по распределению, в Эрзинджане есть такая область здесь, вот, где-то 1,5 года я там работал по распределению врачом общей практики. То есть первый этап, когда вы подтверждаете диплом, вы становитесь врачом общей практики. Не по специальности, а врач общей практики. После этого только вы имеете право или по специальности обучаться, или подтверждать диплом. Ну, вот, и я уже подал документы на подтверждение по специальности. После того, как я подтвердил документы по специальности, опять следующий этап по распределению попали сюда. Мы уже 4 года здесь, в Алании, работаем, живем с семьей. Вот. Я работаю сейчас в государственной больнице в Аланийской. Это университетская больница, совмещенная с государственной больницей. Как бы А считается. сколько времени прошло с того момента, как вы подали документы и приступили к работе? 1,5 года плюс-минус. 1,5 года заняло. Да. Ну, это в среднем. Есть товарищи у меня, к сожалению, даже до сих пор не могут подтвердить по разным причинам. В среднем это 2-3 года занимает это все, да. Поняла. Это все зависит, какой период приехал человек там. Если помните, я говорил, нам раз в полгода экзамен сдаешь. Если как бы ближе к экзамену подошел, и если ты подготовлен, то есть у тебя как минимум на полгода срок как бы меньше становится. Вот. Есть моменты, от этого все зависит. Ну, в среднем там 2-3 года. А много русскоговорящих людей в сфере медицины перебираются сюда и работают? Немало. Ну, я многих знаю, уже подтвердили, работают, совместно даже работаем в разных городах, даже в Турции, в Алании есть, в Анталии есть, и в других городах есть. Многие. У нас есть, как бы, скажем так, группа в WhatsApp, даже периодически сообщаемся, сообщениями меняемся, как бы, информацией делимся, помогаем, поддерживаем друг друга. Ну, немало, я бы сказал. А вы турецкий язык знаете? Ну да, конечно. Да? То есть вы его выучили уже здесь? Нет, я этнический турок считаюсь. Все, я поняла теперь. Поняла. Да, То я есть же сказал, вопрос. что корни связаны с Турцией. Всё. Да, вот так вот. Я поняла. Так, следующий вопрос. Расскажите направление хирургии, в которой вы работаете. Это пластическое или это общеисцеляющее? Я вообще, у меня специальность по общей хирургии. По общей. Да, но в России я уже параллельно начинал как бы заниматься и пластической хирургией. Вот здесь сейчас я общей хирургией занимаюсь, но как бы тут одновременно 2 специальностями закон не позволяет как бы официально заниматься. Ну, пока я вот подтвердил диплом специальность по общей хирургии, вот следующим этапом у меня по пластической хирургии. Здорово. Потому что многие в Турцию едут делать пластику. Да. И вот это тоже знаю. Вот по шкале от 1 до 10, насколько сложно было переехать и устроиться здесь на работу? Не жалеете ли вы? Не жалею, но было сложно. Не жалею, было сложно. По шкале для меня это 6, наверное, из 10. Вот, были определенные сложности, учитывая, что переехали мы с семьей. Если человек как бы не женат, как бы детей нету, ну, им более проще, более удобно, более мобильные они. А когда ты с семьей, с детьми, немножко, конечно, есть определенные бытовые там сложности. Но дети ходят в школу здесь? Ну да, сейчас они в школу турецкую? ходят, да, в турецкую школу ходят, они Понятно. достаточно взрослые уже. А какой у вас график работы? График работы с 8 до 5 и плюс дежурство, там 7-8 дежурств в месяц. А выходные? Выходные, это если, допустим, на субботу-воскресенье у меня нету дежурства, как бы выходной считается, да, и праздники, да. Ну, иногда бывает, что мы и на праздники можем дежурить, и там на субботу может попасть дежурство, и на воскресенье. Это уже как бы как график. Понятно. Да. А отпуск? Отпуск здесь немножко не так, как в России, Так. я буду говорить по советском пространстве. Да, здесь отпуск по дням меньше, у меня 21 день в год, и я, к сожалению, могу взять только неделю за раз. 2 недели, за исключением, если каких-то уважительных причин нету. К сожалению, учитывая, что больница сильно загружена, как бы немножко администрация как бы
не дают такую возможность, скажем так. Неделю, раз в 2 месяца можно будет брать по неделе отпуск. Ну, это для Анталии, для Алании достаточно. В принципе, никуда не надо ехать. Ну да. Часто на море ездите? К сожалению, нет. Самый популярный ответ. Что Карина, что девчонки, все, кто работает, в этом нет, году мы чаще ездим, чем вы. Да, в этом году, если может не поверите, мы еще ни разу не были. Я верю, все так говорят. То есть только мы, кто приезжает на отдых, ходим на море. Да, работа постоянно, загруженная работа, дети вот только на каникулах, вот на каникулы вышли, они просятся, пока вот возможности нету. Понятно. А вот вы хирург, вы оперируете, а у вас персонал кто? Русскоговорящие или турки? В больнице турки, да. Ага. Русскоговорящих практически нету. По нашей больнице есть несколько врачей, которые знают русский язык. Один врач есть кардиолог, он в Москве обучался, я его знаю. И еще в приемном покое парень есть, по-моему, с Казахстана, если не ошибаюсь. Там, 2-3 человека, да. Понятно. В основном 99% это местные, да. И как у вас отношения в коллективе складываются? Хороший, неплохой, Хороший? да, хороший, да. Здесь немножко структура, система чуть-чуть отличается от России или постсоветского пространства, немножко тут система другая, и люди как-то, они все считаются, во-первых, госслужащими, иерархия тут по-другому все выстроена, и более дружеские отношения у коллектива между врачами и медсестрами, хорошие отношения, да. Понятно. И самый популярный вопрос, который мне задают, сколько врачи зарабатывают? Вы можете не отвечать, сколько конкретно вы зарабатываете, можете сказать от и до, или примерно что-то. Можно, вот мне было бы интересно, сколько зарабатывает медсестра и врач? Для местных, по местным меркам неплохо, но для экономики или в нынешней экономической ситуации немножко мало, к сожалению. Медсестра в среднем получает, в среднем опять-таки это все от района, от больницы, от многих факторов зависит, в районе $2000, если не ошибаюсь, а врачи опять-таки в среднем в районе $5-6 тысяч. Ну, это хорошо, я считаю. Неплохо, да. Есть врачи, конечно, они кто, допустим, в частных клиниках работает или у кого частная своя клиника, они, естественно, намного больше зарабатывают, да. А в государственных больницах или в среднем, как я уже говорил, в районе $5-6 тысяч. Спасибо большое. Напишите, кстати, в комментариях, что вы думаете, если вы тоже врач, работаете в каком-то городе, напишите в каком, какая у вас зарплата, будет очень интересно почитать. А еще скажите, пожалуйста, про пенсии. Как здесь происходит начисление пенсии, во сколько лет вы здесь выйдете на пенсию, есть ли они вообще? Пенсии есть, да. Здесь, как в России, по выслуге лет есть такое понятие, надо отработать 7500 дней, по дням считать, не по годам, а 7500 дней надо отработать, чтобы заслужить пенсию. Но все равно надо до 65 лет надо отработать или ждать этот возраст. Поняла. Есть люди, которые, допустим, в 50 лет этот лимит уже отработали, но они не могут на пенсию уйти. Надо им ждать. Или работать, надо ждать этого пенсионного возраста. Пенсия начисляется тут опять-таки по разным критериям. Минимальная пенсия, насколько сейчас я знаю, в Турции, это в районе $700-800 минимальная пенсия. У врачей пенсия где-то в районе $2500 Понятно. Еще такой вопрос. А вы живете здесь по рабочей визе или вы сделали гражданство? У меня гражданство, да. У меня гражданство. Сложно было, нет? Тут опять, нет, смотрите, я просто считаюсь этническим турком, мне по упрощенной программе я получил гражданство, здесь есть закон отдельный, дают возможность гражданам
тюркского происхождения получить по упрощенной программе гражданство. Есть и как бы гражданство по недвижимости, там по инвестиции. Ну, у нас было как бы по упрощенной программе. Да. Поняла, спасибо. Еще такой вопрос. Какие бы рекомендации вы дали людям, которые хотят сейчас переехать в Турцию и работать в сфере медицины? Рекомендации я бы посоветовал бы им сначала хорошенько прозондировать, узнать законодательную базу, сроки, какие сроки это все делается, потому что, к сожалению, в Турции не быстро это все делается, надо месяцами ждать, язык выучить, на экзамен заранее подготовиться. Это очень большая как бы поддержка и выигрывает во времени именно. Если человек уже подготовлен, можно будет это, вот то, что я за 1,5 года все сделал, можно будет за полгода это все сделать или за год максимум. Вот так вот. Заранее подготовиться, прозондировать это все, узнать информацию. У меня как бы совет такой. А вот если говорить про этапы становления врача в Турции, вот человек хочет работать в медицине, он отучился в другой стране, приезжает сюда, первым делом, вот что он должен сделать? Так, первым делом я вообще изначально посоветовал бы, чтобы они имели какую-то финансовую подушку, вот, или с собой деньги вести, уже здесь как бы в зависимости от ситуации как бы распределяться, да, распределить эти денежные средства, или какой-то пассивный доход, потому что, как я уже говорил, это 1,5-2 года занимает, за это время надо квартиру снимать, то есть там питаться, готовиться к экзаменам, есть определенные расходы тоже, как бы к экзаменам готовишься, там книги надо покупать определенные, там вот есть расходы. Вот, расходы тут как бы такое, если на семью, опять-таки у всех свои как бы параметры. В среднем $3000 надо иметь ежемесячно, чтобы как-то не нуждаться, по крайней мере, в деньгах. И готовиться к экзаменам, готовить документы спокойно, ждать как бы вот этот день, когда настанет. День X. Да. А вот я еще сейчас, кстати, хотела спросить, уровень медицины в Турции, вот как вы оцениваете? Какое оборудование в больницах? Вот это вот. Уровень очень высокий, как бы, я бы так сказал, что выше даже в некоторых европейских странах, даже, потому что из Европы очень много людей приезжают, здесь очень сильно развит так называемый медицинский туризм, то есть на лечение люди приезжают, на операции приезжают. Оборудование, оснащение больниц и уровень знания, образования врачей на высоком уровне, я бы сказал, что могут спокойно конкурировать там американскими, европейскими как бы больницами, там клиниками спокойно. Поняла. Да. Спасибо. А в каких сферах еще работают русскоговорящие в Турции? Русскоговорящие в Турции, многие работают в туризме, учитывая, что вот мы сейчас находимся в Анталии, вот в этом регионе, также и в Стамбуле, я насколько знаю, многие работают в туризме, но за последние несколько лет, что я замечаю, вот 8-9 лет, уже у многих есть свой бизнес. Кто-то там строительным бизнесом занимается, кто-то ресторанным бизнесом занимается, кто-то автомобильным бизнесом занимается. В основном туризмом занимаются, да. Поняла, спасибо. И еще такой вопрос личного характера. Я вот всегда думала, увижу хирурга, спрошу. И сегодня вот прям сама судьба. Мне в детстве вырезали аппендицит. А сейчас я узнала, что вроде как его можно не вырезать, что его лечат. Да. А раньше всегда вырезали. Это правда, что можно было его не вырезать? Опять-таки, тут немножко ошибочное мнение. Все зависит от того, на какой стадии заболевания это все Ничего выявлено. критичного не было. Просто Если на ранной стадии, да, мы практикуем такое, мы ведем медикаментозную терапию. Если поддается к лечению медикаментозно, то тогда можно без операции обойтись. Это не всегда получается, но есть такая методика. А сейчас ее вырезают лапароскопией? Лапароскопически, да, в основном лапароскопически. Если не осложненный аппендицит, то есть мы всегда стараемся делать закрытым способом, то есть лапароскопически. Поняла. А вот еще такой вопрос.
Раньше говорили, что вот этот аппендикс, он вообще не нужный, что это архаизм, ни на что не влияет. Но я чувствую, что не может быть в организме ничего не нужного. Конечно, я чувствую, меня конечно. оттяпали лишнее. Вот что вы думаете? Нет, ну если вы заболели аппендицитом, то тогда уже вариантов не было, к сожалению. Да, ну это часть организма, часть органа, естественно, выполняет свою функцию. Вообще на ранних стадиях, то есть когда ребенок там новорожденный, там, да, аппендикс как бы является иммунным органом. То есть было, да, там 80-е, 90-е годы в Америке такое исследование, вырезали у новорожденных аппендициты, но потом у этих людей уже в взрослой жизни они уже столкнулись с очень частыми заболеваниями именно вирусного иммунного характера. И после этого уже они как бы отказались от такой методики. Понятно. А если он все-таки вырезан, можно как-то поддерживать иммунитет, типа он Ну, есть? как правило, уже аппендицитом, как сказать, ну, старше 5 лет уже часто болеют, уже, ну, уже к этому возрасту уже как бы этот орган иммунный уже как бы считается, что выполнил свою функцию. Ага, да, вот так, да, поняла. да. Это иммунным органом считается, это в период, когда ребенок, ну, новорожденный, там, до 2 лет. Спасибо, поняла. Да, да, да. Вот. Ну, опять-таки, это все равно считается органом. Вот если показаний нет, то я как бы не сторонник удалять или вырезать там часть органа или органа. Все надо по показаниям. А по каким вопросам к вам чаще всего обращаются? Чаще всего русскоязычные Да. имеется в виду, да, скорее всего. Ну, по моей специальности чаще всего это вот по общей хирургии, но бывает и по другим направлениям обращаются. Это онкология чаще всего, болезни сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата. Вот. Есть люди, которые здесь уже живут, русскоязычное население, как бы мы уже как бы долгое время здесь находимся, как бы многие друг друга знают, они обращаются, и еще обращаются люди уже непосредственно с России или постсоветского пространства по своим ну, там, проблемам по здоровью. И ну, там, по своей специальности я непосредственно сам помогаю. Вот. А по другим заболеваниям, ну, как бы, ну, вместе уже с пациентами выбираем, ну, как бы подходящую для них больницу или клинику. А может человек из России написать вам, прислать, допустим, результаты своих анализов, УЗИ, и вы его проконсультируете, стоит ему сюда приезжать на операцию, там, не стоит? Да, конечно, Да? конечно, Всё, конечно. тогда Всегда, ваши контакты пожалуйста. мы оставим внизу. Всё Вот, если хорошо, захотите, пожалуйста. пишите, спрашивайте, не стесняйтесь и будьте здоровы. А еще от лица всех жителей Земли хочу сказать большое спасибо за то, что вы выбрали именно эту профессию, которая Спасибо. спасает жизни, вы настоящие герои. И, пользуясь случаем, я бы хотела у вас спросить, чтобы вы дали вот людям советы по корректировке образа жизни, чтобы как можно дольше оставаться молодыми, здоровыми и красивыми. Совет это сейчас в наше время, это, на мой взгляд, это питание, мне кажется, здоровое питание, это самое главное, здоровый образ жизни и своевременно обращаться к врачам, не запускать. Есть такие программы, чекап, то есть можно будет как бы обследования какие-то периодически делать, выявлять всякие болезни, скажем так, на ранних стадиях и как бы получить или оперироваться как бы, ну, своевременно. А основное это, да, здоровое питание, заниматься спортом, вот, и жить в Анталии и в Алании. Хорошо, спасибо вам большое. Спасибо вам тоже. Мы сейчас приехали в бизнес-центр Summer Park. Этот бизнес-центр активно развивается. Но вот я вижу, что все помещения работают, где-то магазин, где-то управляющая компания, где-то агентство недвижимости. Но мы с вами сейчас отправляемся в спа-салон. А пока мы туда идем, я хочу спросить, как вам такой формат видео? Мы в этот раз постарались снять максимально живо, максимально полезно, максимально интересно для вас. Учли все запросы. Я надеюсь, что вам нравится. Если это так, то ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Итак, наша следующая гостья – это очаровательная Лилия. Лилия, добрый день. Здравствуйте. Как ваши дела? Ой, замечательно. У вас потрясающий массажный салон в городе Алания. Расскажите, пожалуйста, вы откуда? Мы из Татарстана.
А почему решили переехать в Турцию? Мы вообще с супругом просто приехали в отпуск. Так все начинают, так все нам говорили. Вот, и ни разу не были в Алании. Так. То есть мы уже много лет посещаем Турцию, мы очень любим Турцию. И с супругом решили вот впервые просто приехать в гости. В гости вот к подружке моей приехать в гости, посмотреть Аланию. И супруг прям влюбился. Он говорит, так, говорит, сильно, говорит, похож на наш город. Понятно. Вот, и давай, говорит, посмотрим, рассмотрим, как вариант, говорит. Как вам пришла идея открыть массажный салон? Ага, подумала, чем бы заняться. Думаю, давай попробую массажный салон, пусть это будет. А давно открылись? Вот с начала года мы еще буквально только начинаем работать. Как идут дела? Ну, стараемся. Понятно. А в каком стиле ваш салон? Я слышу тайскую музыку. Традиционный классический массаж. Делаете У меня- традиционный массаж еще? Да, основное направление у нас именно вот на ручной массаж. Ага. И я как бы с этим и заходила, что ну, в основном это, несмотря на то, что у нас много распространено аппаратного массажа, все-таки вот это тактильное взаимодействие с человеком, оно всегда остается более востребованным. Вот. И все-таки моя цель, наверное, основная была создать вот то самое, те самые условия, где человек может прийти и расслабиться как домой. Мне То есть нравится. основная цель это была, вот, чтобы человек пришел, вот сейчас же уже все знаем, да, суеты много, много информации, люди постоянно на бегу, и вот я старалась создать такое пространство, куда человек просто приходит и расслабляется, просто замедляется, наверное, даже вот так будет правильно. Ну вы так хорошо здесь смотритесь, вот вы прям отражаете свой салон, такая же спокойная, такая же гармоничная, прям хочется тут с вами остаться. С какими Оставайтесь. трудностями вы столкнулись при открытии салона в другой стране? Ну, что было такое самое сложное? Вот мне, Все легко было? ну я не скажу как бы и легко, да, но вот когда ты вместе с семьей и рядом, оно как-то вот преодолевается все трудности. И они вроде как бы становятся даже не трудностями, а рабочими моментами. каким-то вот даже, скажем, каким-то приключением, что ли. вот. Приключения. Сколько времени у вас ушло на открытие, вот с момента аренды помещения и Ну, до мне, первых наверное, клиентов? год. Год. Да, потому что мне все-таки нужно, такой я человек, который нужно все вот довести До совершенства. до совершенства, да, а потом уже начинать взаимодействовать. У вас очень красиво, я уже посмотрела. Спасибо. Можно показать нашим зрителям? Конечно. Пойдемте. Ну, вот как вы заметили, у нас нет ресепшена. Это была моя основная идея, чтобы человек, когда приходит, у него не было вот этого ощущения, что он куда-то пришел в место... В коммерцию какую-то. Да. То есть, чтобы с первых шагов у него было ощущение, что он пришел домой. Чтобы вот раз, вот уже пошло вот это вот состояние расслабления. Вот. У нас 2 кабинета и 3 массажных стола. Как красиво, очень красиво. Благодарю. Мы были во многих массажных салонах. Ну, не везде встретишь такую красоту. Спасибо. Очень здорово, очень. Спасибо. У нас вот первый кабинет, это у нас аппаратный кабинет. Также у нас как бы и ручной массаж во всех кабинетах проходит. Здесь у нас дополнительно есть лазерная эпиляция. Второй кабинет, он у нас идет как двойная массажная. Вот, при желании можно зашториться. Вот, и здесь мы принимаем, бывает, ну, чаще всего парами. Да, То есть прям семейный просится пар, да. романтический массаж. Очень красиво, атмосфера такая классная. Спасибо. У нас есть отдельно раздевалки дополнительно. Вот, у нас есть сауна. Ой, тут травушки всякие. Да, травушки наши российские. Да, я тоже так сразу поняла. Думаю, не в Турции собраны, с наших полей привезенные. Это, наверное, Здесь- одно из моих любимых мест в салоне, потому что все-таки здесь есть цветы. Вот. Я очень люблю землю. В России у нас как бы есть своя земля, и я очень люблю взаимодействовать с землей, поэтому этот участок для меня вот именно вот этот вот уголочек мой, Уголок рая. где я могу, да, с цветами побыть, я за ними сама ухаживаю, я это очень Да? люблю. Ну, красота, просто красота. Скажите, пожалуйста, вот сложно вам работать в другой стране? Вести бизнес в другой стране, насколько это тяжело? Ну, я думаю, как и везде, бизнес требует своего внимания,
Вот. Но сам климат, само место, да, Алания, вот эта вот вся красота, есть такое ощущение, что ты больше отдыхаешь, что ли. И мне очень нравится, для меня это новый опыт, как бы новый проект, что направление именно салона. Вот. И общаясь с клиентами, ну, я нахожу, что в этом тоже есть какой-то интерес. Я сама встречаю клиентов, с ними потом мы общаемся, много интересного. Ну, мне пока очень интересно, я развиваюсь в этом. Хорошо. Какой стал доноситься аромат? Да. Что это за мед такой? Прям медом пахнет. Я как будто сижу весной где-то в мае в поле. Вот эти вот терпкие, горькие, сладкие. Здорово. Здесь два варианта сбора. Один цветочный, а другой уже такой более целебный. А по ценам расскажите, очень интересно. Ну вот если взять как бы классический массаж, он у нас стоит 2400 в лирах. Вот. Если брать уже пакетные предложения, там уже мы подбираем все индивидуально, и, соответственно, уже цена тоже будет устраиваться индивидуально. Помимо массажного салона, как вы видите это пространство? Я это пространство вижу, где встречаются родственные души, люди по интересам, по смыслам, по уровню души, чувствования друг друга. И сюда люди приходят именно объединиться и поделиться своими знаниями, своими талантами, своим творчеством. Потому что для меня Ильхам это все-таки это творчество. Это, наверное, вот эта вот моя мечта, когда что-то вот внутри есть ощущение чего-то нового, другого, и совсем не про бизнес. И оно совместилось, бизнес и вот это творчество. Я вот иду в этом направлении, наблюдая, как оно развивается. Здорово. Я живу вместе с ним. Возможно, вы станете для кого-то вот этим проводником и помощником. Вот вас прям здесь не хватало. Будет здорово, если сюда будут приходить. Будет здорово. Девчонки. Я очень на это надеюсь. И одно из моих намерений было, когда я создавала это пространство, именно вот то место, куда мы, люди из России, где мы можем собраться, встретиться и вот, наверное, вот соединиться вот в этой нашей точке родного, прийти как домой. Поэтому нету ресепшена, поэтому диванчик, поэтому вот это вот вкусный чай. веранда. Чай, конечно, травяной чай. Мне тоже предлагали кофе, говорят, кофе. Я говорю, нет, здесь не про кофе. Есть прекрасное кафе, и тоже там тоже работают наши ребята. Я знаю эти кафе, например, Соловей, я сама его очень люблю. Вот, и у них прям соловьи. Я не знала. Тоже, да, вот прям рядышком с нами тоже. У них соловьи, и у них прекрасный кофе. Я всегда приглашаю, я говорю, ребята, есть, я говорю, у них красивый, прям вкусный кофе, я говорю, сама туда езжу. А здесь про чай. Вы открыты к сотрудничеству, вот, если кто-то Всегда. из ребят? Всегда. И я пишет? даже вот люблю Рериха, потому что он тоже всегда призывал, давайте находить между друг другом именно точки соприкосновения. И я всегда ищу, а с чем мы можем быть полезны друг другу. И из этого сделать что-то красивое и полезное хорошо для так всех. сказано. Мне так нравится, что вы говорите, что вы несете в массы. Такая у вас светлая душа. Так здорово. Спасибо огромное. Всем самого доброго, Спасибо. успехов вам, процветания, что все ваши планы реализовали самым лучшим образом. Благодарю. За это можно выпить. Вот такой сегодня у нас получился выпуск. Обратите внимание на то, что все наши герои разные, но у всех получилось устроиться за границей благодаря своей целеустремленности, работоспособности и веры в собственные силы. Если это видео вам понравилось, оказалось для вас полезным, интересным, то ставьте лайки, пишите добрые комментарии, задавайте свои вопросы, делитесь впечатлениями. Обязательно подписывайтесь на наш канал. Увидимся в следующих видео. Вас очень сильно любим. До новых встреч. Пока.